Глеб был обычным парнем с обычной судьбой. Он вырос в детском доме, не зная родных и близких, но не зачерствел душой, не стал озлобленным на весь мир за все тяготы лишения, выпавшие на его долю. Как-то раз еще в детстве Глеб стал свидетелем несчастного случая. Человеку, который пострадал в этот момент, естественно, помогли. Приехала скорая. Мужчине оказали первую помощь и отвезли в больницу. Все закончилось хорошо. А вот маленький Глеб не мог оторвать взгляды от врачей и скорой, как они быстро и слаженно работали. Это было просто чудо. И люди в белых халатах были для него просто волшебниками. Так казалось маленькому мальчику. В этот самый момент Глеб уже твердо решил, кем он будет, когда вырастет. Он будет врачом, он будет спасателем человеческих жизней. Мальчик всегда хотел помогать людям, приходить на помощь в самый трудный момент. Глеб, конечно, мог пойти в пожарные или спасателя, но он выбрал профессию врача. Свою мечту мальчик пронес через все детство и юность. Он отлично учился в школе, окончил ее с медалью и с первого раза поступил в медицинский институт. Годы учебы в институте парень усиленно постигал все тонкости своей будущей профессии и потом многие годы посвятил служению людям. Глеб Андреевич был первоклассным хирургом. За свою карьеру врача он спас столько жизней, что уже сбился со счета. Он не потерял ни одного пациента. У него не было, как говорят врачи, своего кладбища до этого самого дня. Сегодня у него на операционном столе умер пациент, и это был не просто пациент, а молодая красивая девушка, к тому же беременная. Глеб Андреевич в одночасье потерял сразу 2 жизни, и этот случай совершенно выбил его из колеи. Он все понимал головой, что этот случай был очень тяжелый, и он и его команда сделали все возможное и даже больше. Но даже все эти объяснения не утешали его, он впал в депрессию. И если с этим состоянием со временем и с помощью психологов ему все-таки удалось справиться, то оперировать он больше не мог, дрожали руки. Он не мог держать скальпель, не мог сделать ни одного надреза. Рука уже потеряла свою былую твердость. Мужчина понимал, больше нельзя проводить операции, может случиться страшное. Многие от такого слетают с катушек, уходят из профессии и спешат прожить оставшееся время по-своему для себя, а кто-то вообще уходит в запой. Но Глеб Андреевич не мог бросить все, он был нужен, на него рассчитывали люди, их жизни зависели от его твердой руки. А твердой руки больше не было. Но и времени горевать или прожигать жизнь тоже не было. И он сделал свой выбор во второй раз, как тогда в детстве. «Я нужен, значит, я буду. Вылечусь любыми способами и вернусь в профессию во что бы то ни стало». Глебу пришлось уволиться с работы для того, чтобы пройти полное обследование. Он никому не сказал, даже обследование делал в другом городе. Жалостливые взгляды ему были ни к чему, они выбивают из колеи. Так прошло 4 месяца. Глеб осунулся. Появились тени под глазами. Врачи не могли ничего сделать. Проблема была в голове. Да и Глеб сам это прекрасно понимал. Пришлось взять тайм-аут. Он закрылся от всех, отключил телефон, иначе многое нужно будет объяснять. А это ни к чему. Не сейчас. Глеб уехал в старый домик на берегу озера, который когда-то купил, надеясь на большую семью и детишек. Ему здесь очень нравилось, особенно по утрам, когда солнце только появляется из-за горизонта и начинает пускать свои предрассветные лучи по водной глади. Он решил, что уединение и природа помогут ему справиться со стрессом и вернуться к привычной жизни. В один из дней перед закатом, сам не зная почему, его потянуло оттуда, но Глеб пошел прогуляться вглубь леса. Он просто шел, ни о чем не думая, слушал пение птиц, шелест деревьев, вдыхал запах травы. Да, хорошо на природе, смотришь вокруг и понимаешь, здесь всегда будет жизнь, она наполняла собой все, от травинки до могучих столетних деревьев. Седая, сморщенная, такая добрая на вид старушка шла ему навстречу. Глеб еще удивился, откуда она взялась. В деревне вроде он раньше ее не встречал. Да и как в таком возрасте она преодолевает такие большие расстояния. Полная корзина целебных трав навела его на мысли.
Видимо, это та самая знахарка, травница, про которую говорят в деревне. Ему даже советовали обратиться к ней за помощью, но Глеб не особо верил в народную медицину. Ты спасаешь сотни жизней, а со своей не можешь справиться. Эх, ты герой, кто же тогда их всех спасет вместо тебя? Вдруг заговорила старушка, явно обращаясь к Глебу. Я знаю, что ты помощи не попросишь, поэтому сама тебе помогу. И старушка пристально посмотрела на мужчину. Ему бы удивиться, откуда бабушка в лесу все про него знает, откуда у нее столько знаний о нем, но он слушал ее, как завороженный. Но я же не один такой, врачей много, с моим уходом ничего не изменится, больница продолжит работать, грустно сказал Глеб. Пойдем со мной, есть для тебя первое задание на пути возвращения к новой жизни. Глеб очень удивился, но последовал за старушкой. В лесной избушке старой знахарки было тепло, сухо и уютно. Пахло травами и дымком от топившейся печи. На подстилке в углу сидел маленький серый волчонок. «Вот», — сказала старая травница, — «друга тебе нашла», и она показала пальцем на волчонка. «Бери к себе, подлечи немного. Раненый он, будет тебе верой и правдой служить. Зверобой зовут». И это все. Удивился мужчина, но волчонка все-таки взял. «Пока да, время все расставит на свои места», — загадочно сказала пожилая женщина. Так Зверобой поселился в доме Глеба Андреевича. «Почему я раньше не догадался завести себе друга?» — подумал он. В заботах о маленьком больном животном время побежало еще быстрее. Глеб очень привязался к своему питомцу. Волк отвечал ему тем же. Он рос очень быстро и из маленького заморыша вскоре превратился в прекрасное здоровое животное, преданное беззаветно своему хозяину. Они часто ходили в лес гулять, любоваться природой, дышать свежим воздухом и наслаждаться жизнью. Как-то раз Зверобой убежал от своего хозяина и долго не появлялся. Глеб кричал, звал друга, но тот вышел на поляну к хозяину только через полчаса, бережно неся что-то в зубах. Маленькому лисенку требовалась срочная операция, и Глебу ничего не оставалось, как начать спасение бедного животного. Дома он разложил весь имеющийся у себя в запасе медицинский инструмент и взялся за дело. Сначала руки слегка дрожали, но вскоре уверенность вернулась, и он смог удачно завершить операцию. С тех пор так и повелось. Периодически Зверобой приносил своему хозяину раненое зверье из леса, а врач делал все, что положено для спасения божьих тварей. Теперь Глеб понял, каким образом помогла ему вновь обрести себя старая травница. Она подарила ему друга, а друг вернул ему веру в себя. Несколько дней прошли в раздумьях, и вскоре Глеб Андреевич вернулся к работе. Первый же день привезли пациентов после аварии. Только сложная операция, тогда, возможно, они будут спасены. Рука Глеба Андреевича была тверда. Он сделал все как надо. 3 человек обрели второй шанс на жизнь. В этот момент хирург был счастлив, как только вышел из операционной. Он опустился на стул в ординаторской и заплакал, пока его никто не видел. В этот же день вечером мужчина вернулся домой в деревню на озере. Он обнял волка, улыбнулся и сказал: «Спасибо тебе, Зверобой, значит, будем жить».